Для того, чтобы, сейчас. Для того, чтобы работать с осанкой, что детям, что взрослым, мы всегда налаживаем правильную работу дыхания. Это когда у нас синхронно работает грудь брюшная и тазовая диафрагма. Они работают синхронно, двигаясь вот так. И для того, чтобы вот этот купол двигался вместе, то есть грудная клетка, область живот, поясничка, то есть внутри, чтобы две диафрагмы вот так двигались, мы начинаем обучать мозг по ступенечкам. Первое, мы с чего начинаем, это ложимся комфортно, удобно, ножки согнули в коленках, стопочки расслабили, полностью расслабились. И для начала мы кладем ручки на животик и делаем спокойный вдох. И на выдохе мы просто живот не втягиваем, а он спокойно расслабляется. В идеале это мы делаем на раз, два, три вдох и раз, два, три, четыре, пять, шесть выдох. Так мы делаем несколько раз. То есть мы надуваем шарик в животе. Вдох и медленный, спокойный выдох. Так мы сделали 3-5 раз. Потом мы кладем ручки по бокам и делаем то же самое. Мы представляем, как будто изнутри у нас расширяется, раздувается шарик в бока. Как бы дышим в ручки. Только сюда. То есть мы делаем вдох. И на выдохе плавно сжались. Опять вдох. У нас здесь тоже будет работать вместе, но больше мы акцент делаем на боковую поверхность. И тоже сделали 3-5 раз. То есть как будто бы мы мячиком, да, который раздувается, выталкиваем наши ручки, дотрагиваемся. Следующий этап. Мы дышим в спинку. Для этого в идеале мы берем какое-то полотенечко, складываем его в 2 слоя. И для того, чтобы у нас было вот это ощущение, у меня конкретно есть поверхность, но можно еще добавить что-то небольшое. Я для визуализации положу свои ручки и делаем дыхание только вот сюда, в поясничную область. Стараемся, как будто шарик изнутри давит вниз, и как будто мы хотим след оставить на вот этой поверхности, которая под нами. Тоже сделали 3-5 раз. Потом мы объединяем. Стараемся раздуть шарик во все бока. То есть вот так он расширяется вперед, назад и по сторонам. Кладем ручки на животик, где удобно, и начинаем расширять. Ничего не сжимаем, а просто плавно мячик сдулся. Сразу может не получиться. Возможно, будет поочередно потренироваться несколько раз, а потом уже объединить это все вместе. Тоже 3-5 раз. Вот мы порасширяли. Дальше мы переходим к грудной клетке. Кладем ручки вот где область грудины. И мы стараемся вдохом как бы вытолкнуть наши ручки. Задача не дышать вот сюда. Дыхание не должно идти в плечи. Вот это вот дыхание не должно быть. Оно у большинства. Из-за этого проблемы. Перегружение трапециевидных мышц, мышц шеи. То есть
Мышцы шеи и трапеции – это вспомогательная мускулатура, которая задействуется тогда, когда нет адекватного дыхания диафрагмы. Диафрагма – это самая основная дыхательная мышца. Когда она работает так, как нужно, то напряжение сюда не идет. И все головные боли, та же холка, нарастание ее, тоже связано именно с тем, что мы дышим, особенно в стрессе, мы дышим, ну, как собачки, да, мы начинаем быстро и поднимая грудную клетку, вот так, задействуя поднимание плечей, напряжение вот здесь, скукоживаясь, вот так, в принципе, дышит большинство. Наша задача, чтобы купол раздувался в стороны. Обычно диафрагма в правильном положении, она опускается вниз и одновременно раздувается. И здесь наша грудно-брюшная диафрагма, которая выстилает тазовые органы, они как две вот такие параллельные, две крупные мышцы. Эта мышца, это сплетение многих мышц внутри. Они вот так вот с дыханием, когда грудная диафрагма, грудно-брюшная опускается, и тазовая тоже опускается. Тазовая как раз у нас связана вот здесь, вот то, что мы дышали животиком, в поясничку дышали. Вот это мы налаживаем связь этой части с этой частью. Вот мы подышали 3-5 раз сюда, положили ручки, еще раз повторяем. Продышали. Затем кладем ручки по бокам от ребер. Делаем то же самое. Мы стараемся дышать в руки. Раздуваем шарик в бока. Вот я положу так, чтобы было более видно. Продышали. Теперь наша задача подышать в спину. Можно это делать в нескольких положениях. Обычно для начала проще перевернуться на бок, ой, не на бок, а проще лечь на живот. Можно простучать себе или ладошкой, или чтобы кто-то простучал, или я использую мягкий массажный мячик. Мы просто добавили проприорецепции мягенькие такие простукивания. Простучали, и мы сосредоточились и надуваем мячик изнутри вот сюда. То есть мы хотим его поднять вверх, он раздувается вверх. Можно еще вариант продышать боковые ребра, боковую поверхность ребер. Можно продышать вот в таком положении. Мы кладем сюда ручку, так расслабились, здесь что-то подкладываем. Обязательно для того, чтобы шея не была в напряжении. Можно положить голову на руку. Если некомфортно, то мы кладем что-то еще, какую-то подушечку или сложили валик и вот дышим в ручку. И я стараюсь одновременно, ну, я уже это могу делать, да, я дышу сюда, и у меня еще и животик тоже дышит. То есть я направляю дыхание сразу одновременно в две точки. То есть я дышу сюда, и одновременно у меня еще опускается вот здесь. И то же самое на другой стороне. Потом мы ложимся и объединяем все это вместе. Можно положить ручки на животик, и мы стараемся всю вот эту полость огромную, то есть живот со всех боков, грудную клетку со всех боков, мы стараемся это раздуть одновременно. Сюда, сюда, назад. Можно закрыть глазки и представить, как вот как будто бы огромный мяч раздувает тебя одновременно со всех сторон.
Вот это основная практика, которую в идеале мы делаем каждый день, можно несколько раз в день. Она помогает прежде всего расслабить нервную систему, помочь тканям насытиться кислородом, потому что мы делаем адекватный вдох, адекватный выдох. И особенно, когда есть нарушение осанки, то очень часто, например, у детей... Да, то есть вы можете увидеть у ребенка, и не только у ребенка, у взрослых, когда животик вот так выпечен, поясничный отдел выгнут, гиперлордоз, и грудная клетка, она вот такая сжатая. То есть это уже идет перекос, нет адекватного дыхания, грудная клетка не дышит, и дети очень часто, сидя вот так за гаджетами, и взрослые тоже, идет перекрывание вдоха и выдоха в животе, нету движения вот этих диафрагм, и дети дышат или сюда, или где-то только в животик, нету вот этого расширения полноценного. И из-за этого нервная система перестраивается, и наше тело адаптируется под вот это положение, которое у них каждый день по несколько раз в день. Вот вначале мы учимся вот так дышать, а в дальнейшем мы начинаем добавлять движение в конечностях. При этом, что мы соблюдаем? Мы начинаем с того, что мы дышим, делаем вдох животиком. Потом на выдохе мы фиксируем наши нижние ребра, то есть вот то, что мы раздували вниз, да, мы зафиксировали в этом положении. И все остальные упражнения в положении лежа, а положений много, мы начинаем дальше, вот, к примеру, то, что я делаю со своими детьми, мы начинаем работать ножками, да, к примеру, вот мы поднимаем конечности, таз у нас недвижим, грудная клетка, нижние ребра у нас опущены, и мы делаем все время вдох. На выдохе мы прижали грудную клетку, и мы делаем, например, поднятие. Мы выдохнули, опустили грудную клетку и делаем поднятие ножек. То есть мы обучаем нашу нервную систему двигаться правильно. Тем самым, то есть если есть, например, гиперлордоз в поясничном отделе, мы выводим его в нейтральное положение. То есть, опять же, я учу деток делать выдох, прижать поясничку, прижать нижние ребра и удерживать их в таком положении. И вот удерживая, мы начинаем движение ножками, движение ручками. Например, одно из таких упражнений, вот, к примеру, мы делаем вдох. Я просто показываю, чтобы как это слышно было. И мы, например, делаем вот такое поднятие рук на выдохе, но при этом мы удерживаем нижние ребра и поясничку, прижатую к поверхности. То есть вот этого выгибания нет. Потому что если делать это вот в таком положении, мы усугубляем положение, ничего не меняется. Для того, чтобы перенаправить, да, мы прижимаем, и при этом мы растягиваем грудные мышцы, мы делаем полноценный вдох и выдох. То есть конкретно в этом мы корректируем поясничное отдел. Отдельно, конечно, мы продышиваем эту область и так далее. Положение начинаем с лежа, потом добавляем положение у стеночки, на боку, положение на четвереньках и дальше совершенствуя. Это делается в идеале каждый день, максимум это через день, и вот уже через месяц будут видны первые результаты, как у ребенка, так и у взрослого. Если вам эта тема интересна, вы хотите продолжение, то ставьте лайки, пишите комментарии, и когда я буду видеть, что есть активность, я сниму следующее видео на эту тему. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то было непонятно, пишите в комментариях под этим видео. На все вопросы, которые я смогу, я отвечу. У нас сегодня Танюша отрабатывает видео. С поднятием вверх было все хорошо,
А вот с боковым ей казалось, что у нее раздувается, а я по ощущениям... Дай мне ручку, давай. Это выдох. Давай вдох. Нет. Не то? Нет. Выталкивай. Нет, ты вверх. Вытолкнуть мою руку. Ты хочешь ее вот прям мечом изнутри, по бокам, в бока. Ты вверх. Ты толкаешь вверх, а мне нужно... Держать тогда сейчас, как в прошлый раз было. Давай попробуем. Пока не почувствовала, еще раз. Нет, ты толкаешь вверх. Вот сейчас у нас оказалось, что это проблема, потому что по ощущениям, ну то, что я чувствую, этого нету. То есть вы должны положить свои руки, и если не получается представить, что же раздувается шар, Оно представить получается, не получается сконтролировать мышцы. вот. Именно То есть, выталкивать смотрите, в сторону. самое важное, ни в коем случае не перенапрягать верхнюю часть, у вас все везде расслаблено, работают мышцы живота, вот здесь. Это тоже своего рода включение. То есть вы выталкиваете силой мышц, это не должно быть сильного напряжения, не должно быть. Просто выталкивают вот эти мышцы, расширяют в бока воздухом. Воздухом вы расширили, вытолкнули воздухом свои руки в стороны на вдохе. Теперь я положила ручки, и Таня раздувает вниз. Вот с этим вообще никаких проблем. То есть она спокойно толкает поясничной областью, то есть раздувает вниз и как бы дотрагивается до моей руки. Я чувствую, как вы можете положить свою ручку тоже и почувствовать, как вы толкаете мышцами поясницы, вы толкаете свои ручки, дотрагиваетесь, как будто бы хотите след оставить на руках, на поверхности, на которой вы лежите. Поршень, чтобы гонялся. Угу. Еще одна из практик, тоже, ну это уже тоже включение лимфы. Мы подкладываем, вот, например, под ребра мячик. Но я обычно начинаю вот с такого положения. Если сложно представить, то можно, конечно, под ребра подложить где-то, где соединяется вот здесь у топика резиночка, мы подкладываем и ложимся самый мягенький массажный мячик. И пытаемся на вдохе этот мячик придавить к полу. Ну, здесь все хорошо.